while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Всем привет, с вами Наталья Мапола, и сегодня мы с вами будем создавать вот такую объемную, красивую, большую плетеную бусину для платка, как держатель для платка, либо как брошь, в общем, украшение такое. Вот одну половинку я уже сплела, и сейчас я на примере второй половинки покажу, как это легко и просто сделать. Для создания такой броши нам с вами понадобятся бусины нескольких размеров. Самые крупные в моем случае это 8 мм, 6 мм, 4 и 3. То есть размер данных бусин может быть совершенно разный. Итак, приступаем к плетению, к созданию вот такого замечательного украшения. Для этого нам с вами также понадобится бисер серебристый, 78-102 его номер, а также иголка и мононить. И мы приступаем. Итак, плетение начинаем с того, что проставляем между крупными бусинами. В моем случае это 8 крупных бусин 8 мм, чередуя с бисеринкой 78-102 серебристой. То есть набираем вот такое кольцо, несколько раз проходим, затягиваем. Далее нам нужно будет с вами проплести по 9 бисериночек между вот этими бисеринками. Итак, мы заводим иглу с нитью, делаем узелок. Я плести буду на двойной ниточке в 2 сложения. Делаем узелок между леской, вот так. Затягиваем. Потуже, покрепче. И выходим из вот этой бисеринки, которая между бусинами крупными. Выходим из бисериночки. Итак, набираем на иголочку 9 бисериночек. Набрали 9 бисеринок и проходим следующую по ходу плетения бисериночку, которая расположена между двумя жемчужинами. Вот так. Далее, чтобы бисеринки не толкались, бисеринки вот этих дуг, которые у нас образуются, пройдем в первую бисериночку после ключевой, вот так, снизу вверх. Поднимемся на дно, чтобы они легли более ровным рядом. Вот так. И далее мы будем уже набирать не 9 бисериночек, а 8, так как одна у нас уже есть. Итак, наберем 8. Набрали. И проходим в следующую по ходу плетения бисеринку, расположенную между жемчужинами. Вот так. Подтягиваем нитку и проходим, вернее, поднимемся вверх в крайнюю из только что добавленных бисериночку. Вот так. Если этого не сделать, то плетение будет, эти дуги будут толкаться между собой и не лягут так, как нужно нам. А нам нужно, чтобы все было ровненько и красиво. Снова наберем на иголочку 8 бисеринок.
Набрали. И пройдем в следующую бисеринку между двумя жемчужинками. Вот так. Затягиваем. И пройдем вверх через первую из только что добавленных бисериночек вверх. Вот так. Таким способом проплетите, пожалуйста, арочки над каждой жемчужиной. После того, как мы оплели арочками наши крупные бусины, мы должны выйти с вами из центральной бисеринки предыдущего ряда, из центральной по центру. И далее мы с вами будем набирать одну бисериночку, одну бусинку покрупнее, в моем случае это 6 мм, в вашем случае могут быть те бусинки, которые у вас есть. И проходить мы будем по центральным бисеринкам. Вот так. Снова я набираю на иголочку одну бусинку, вернее бисеринку, одну жемчужинку, одну бисеринку. Вот так набрали. И в следующую центральную бисеринку дуги вот этой я прохожу вот так. В четвертую, получается, бисеринку по счету. Снова набираю на иголочку одну бисериночку, одну жемчужину, одну бисеринку. И прохожу снова в центральную, в четвертую предыдущего ряда. Вот так. Затягиваем. Проплетите, пожалуйста, так самостоятельно до конца ряда. После того, как мы с вами проплели по одной жемчужинке плюс бисеринке слева справа, мы должны с вами выйти в бисеринке вот этой вот между двумя жемчужинками из бисеринки. Далее мы будем набирать с вами на иголочку одну бисеринку и вставлять ее между вот этими двумя бисеринками предыдущего ряда. Одну набрала, следующую жемчужинку и бисеринку прошла. Вот так. Вот две бисеринки, между которыми нам нужно будет вставить с вами бисер. Вот здесь. По одной штучке. Далее мы проходим бисеринку, бусинку, бисеринку и пробираемся к следующему месту вставления бисера дополнительного. Итак, набираем по одной и проставляем недостающие бисеринки, чтобы укрепить нашу конструкцию и чтобы в следующем ряду нам с вами было за что снова цепляться, поскольку те бисеринки у нас уже забиты нитками, и для того, чтобы было все ровно и по центру. Итак, проставляем самостоятельно вот таким вот способом, как показано на видео, самостоятельно между каждой бисериночкой ставим дополнительные бисеринки. Итак, вот мы проставили, вернее, бисериночки дополнительные, и далее мы выходим из центральной бисериночки и будем набирать по 7 бисерин на иглу. Набрали 7. И проходить мы будем через вот эти центральные бисеринки. Снова набираем 7.
набрали. И снова проходим через вот эту центральную бисеринку. Снова набираем 7. И повторяем так до конца ряда. По кругу проставляем по 7 бисериночек. Итак, вот мы проставили с вами по 7 бисериночек между бисеринками, вот этими центральными, которые мы добавляли дополнительными. И дальше мы должны выйти из центральной бисериночки этой дуги. Итак, проходим через 3, из 4 мы выходим. Вот так. Ой. Вот так. И далее мы будем набирать с вами одну бисеринку, одну бусинку меньшего размера и одну бисеринку. Вот такой набор. И проходить мы будем с вами по вот этим центральным бисеринкам. То есть 3 пропускаем, раз, два, три, в 4 проходим вот так. Вот таким вот способом. И подтягиваем. Снова я набираю бисеринку, бусинку меньшего диаметра и бисеринку. И проходим в центральную. Вот так. Повторяем эти действия до конца по кругу. Итак, мы с вами поставили бусинки меньшего диаметра, меньшего размера. И далее выход нитки нам нужно сделать из вот этой бисериночки, там где 2 у нас, вот между. Теперь мы будем здесь проставлять по одной бисериночке. Так, наберем на иголку одну бисеринку и пройдем вот в эту бисеринку, следующую, а также в следующую бусинку и в следующую бисеринку. Вот так. Нам нужно поставить по одной бисеринке между бисеринками предыдущего ряда. Вот таким вот образом проплетаем весь наш ряд. Проставляем по одной штучке. Вот так. И выходим в одной из центральных вот этих бисеринок, которые мы только что с вами проставили. То есть вот здесь выходим из вот этой вот бисериночки, нам нужно с вами выйти. Дальше следующую операцию мы с вами должны сделать. Это над каждой бусинкой, жемчужинкой предыдущего ряда мы с вами будем делать арочки из 5 бисериночек. Для этого вот мы вывели с вами ниточку, наберем 5 бисеринок, и пройдем в центральную бисеринку, которую мы добавляли в прошлом ряду, и подтягиваем.
Снова набираем 5. Ну, это в моем случае 5, а в вашем случае вы смотрите по размеру бусины. Если достаточно количество, чтобы бисерный ряд вот образовал дугу ровную, идеальную вокруг нашей бусинки, то достаточное количество. А если не хватает, тогда вы добавляете здесь бисер, чтобы он плотно обнимал бусинку. Итак, продолжаем делать арочки. Набираю я по 5 бисеринок на иголочку и прохожу по центральным выступающим бисеринкам предыдущего ряда. После того, как мы сделали арочки по 5 бисеринок, выведите, пожалуйста, ниточку из центральной бисеринки предыдущего ряда. И далее мы с вами будем набирать одну бисеринку, одну бусинку еще меньшего размера и одну бисеринку. Вот так. И проходить между центральными бисеринками предыдущего ряда. Вот так. Снова набираю одну жемчужинку и одну бисеринку. И прохожу в следующую центральную бисеринку предыдущего ряда. Вот так. Плетем так до конца ряда, не забывая при этом подтягивать ниточку. Вот так. Продолжаем так самостоятельно до конца. Итак, вот уже вырисовывается наша с вами бусинка. И вот когда вы проплетете по одной бусинке, провставите, выйдите, пожалуйста, из вот этой вот бисериночки, которая между жемчужинами. И точно так же мы здесь с вами должны поставить по одной бисеринке. Итак, набираем одну и проходим в следующую бисеринку. Вот так. В следующую жемчужинку и в следующую бисеринку. Вот так. Выходим здесь. Снова набираем одну. Набрали одну. И проходим в следующие 3. Вот так. И так до конца ряда мы ставим по одной бисеринке, заполняя пустые промежутки между жемчужинами. Вот так. Снова набираю одну. И прохожу. Продолжите так, пожалуйста, самостоятельно. Итак, вот мы вышли с вами с центральной бисериночки. Далее мы будем с вами набирать по 4 бисеринки на иголочку. 4 набрали. И в следующую выступающую бисеринку центральную проходим. Снова 4 набираю на иголочку. И в следующую центральную бисериночку вот эту проходим. Действие будем повторять до конца ряда. Итак, вот мы поставили арочки над нашими бусинками. И наша работа окончена. Теперь нам нужно будет пройти, сделав узелки. Делаем узелочки между бисеринками и затягиваем максимально потуже последний наш ряд. Укрепляем его, так сказать.
Нескольких узелков будет достаточно. Итак, пройдитесь по кругу и обрежьте лишнее. Итак, вот что у нас с вами получилось. Восхитительная бусина, брошь для платка. Вот такой у меня есть косыночка такая. И вот сюда, я думаю, идеально подходит такое украшение. Итак, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Делитесь также в соцсетях данным видео, чтобы все смогли сплести для себя такую восхитительную брошь-зажим для платка или для шарфика. Все, на этом с вами прощаюсь. Всех вас очень-очень люблю, целую, обнимаю и всем пока-пока.